Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Кварт.ua, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ-Не-1. Подписана эта карточка как полноценный развал кабин без единого шанса. Ну что ж, давайте посмотрим. Неужели это будет карточка такая же самая, как у меня сегодня днем она вышла? А? Там, где я на шаманчиках такой развал устроил. Ух! Такой развал на шаманчиках редко когда происходит. Поэтому, ребят, если вдруг кто не видел ту карточку, то обязательно переходим и смотрим тот ролик. И, ребят, хочу напомнить, если вы хотите, чтобы я прокомментировал ваш ролик, то в комментариях будет закреплена ссылочка на конкретную запись в моем телеграм-канале, где я подробно объясняю, что нужно сделать. Поэтому не задаем лишних вопросов, переходим на эту запись, записываем свою карточку и, соответственно, скидываем мне ее на комментирование, если у вас, конечно, есть желание. Вот. Вот, а что ж такое, что у меня такие громкие колонки, обалдеть, я уже сколько раз их там подвертел, подкрутил, подшаманил там немножечко, ну, короче, что-то громко по ушам бьет. Я, кстати, делился новостью своей. Ладно, короче, кто посмотрит первый ролик, там, соответственно, новости есть. Новость другая. В это воскресенье будет стрим в 6 часов вечера, поэтому всех жду. Обнял, приподнял, жду в гости. Кстати, ему так мехи хорошо идут со старта, аж обалдеть. Но он решает поставить вот так вот. Я бы, на самом деле, охотника зверя бы туда куда-то. Охотника зверя бы я просто и все. Охотник зверя... Ну, на самом деле, я просто не знаю его мысли, поэтому, ну, я сужу по себе, то, что я бы охотника зверя, наверное, бы скипнул, лучше бы взял вот того меха, который к нему пришел, там, Клокерк еще один. Ну, как-то так. Охотник-зверь просто он не такой импактный, не так его хочется прям брать. Он ему... И, боже, не, ладно, окей, забираю свои слова назад. Ему охотники хорошо идут. Хорошо, что он не скипнул вот этого охотника-зверя. Сейчас стартовые, на самом деле, охотники это сильно. У меня сейчас хорошие охотники пришли. Сейчас давайте еще посмотрим. Молнии. Естественно. Вот это ему божеский подгон сейчас со старта идет. В общем, чтобы быть в курсе новостей, ребят, подписываемся на мой телеграм-канал. Закреплен в описании под видео и в комментариях под видео. Переходим, не стесняемся и подписываемся. А кто на меня еще не подписан на ютубе, то обязательно подписывайтесь, потому что у меня цель 5000 подписчиков, а губа не дура и до миллиона недалеко. И, ребят, как я уже в многотысячный миллиардный раз говорил, молнии на охотниках это лютейшая имба, которую нужно и нужно брать. Потому что... Как вы могли заметить, у молний нет КД на предмете, и поэтому они могут сработать множество раз. А у охотников множество тычек, поэтому там срабатывает добротно. И поверьте, они могут так разваливать кабину с этими молниями, что ой-ой-ой, как мало не покажется. Ну, не мне ли вам рассказывать, правильно? Правильно. И мне очень интересно, что же здесь будет за каточка. На самом деле, стартовать с охотников — это прикольная тема. И можно почаще стартовать вот с охотников. Кстати, я хочу проверить, запись идет. Запись идет, все отлично. А звук идет? А что-то я звука не вижу. Я не понял, где звук? Где звук игры? А, звук игры есть. Все, я не паникую. Возвращаюсь в запись. Обратно возвращаюсь в запись. На самом деле такое настроение классное. Но мое настроение классное из-за того, что я говорил в своем первом ролике, почему оно классное. Поэтому, ну, ребят, заслуженный лайк давайте под ролик быстренько. И комментарий от 3 слов в поддержку автора. Пожалуйста. Подписываемся. Ребята, подписываемся. А то что-то как-то мало людей подписывается. Угу. Кстати, в Телеграме нас уже 405 человек. Обалдеть? Еще как обалдеть. Ладно, все, давайте, погружаемся в каточку. Погружаемся в каточку. Так, знаете, я миллиардный раз спрашивал, но еще спрошу, потому что мало предложений накидывают, но что добавить вот в эту рубрику? Что конкретно комментировать? Можешь какой-то аспект разбирать, какой-то аспект прокомментить, рассказывать механику. Я, в принципе, и так много информации в течение ролика вкидываю, там, как работает то, почему это так, почему тот предмет так. То есть, ну, множество информации вкидываю. Но, ребятки, если есть какие-то предложения, милости прошу в комментарии. Давайте, работаем. Работаем. Пока что у него хорошо. У него рубрика все по 2. 2 орка, 2 охотника зверя. На самом деле, когда у него будет охотник зверь в 2 звезды и будет орк охотник 2 звезды, то это будет идеальный стак, потому что у него будет увеличенный урон на суммонах с этим охотником зверем.
Там на 75% целый увеличится дамаг с руки от призванных существ. Это много. Это очень много. Винстрик у него потихонечку идет. Сюда эту прикормку. Хорош. Я вместо Траксына, на самом деле, бы поставил орка-охотника. Ну, как-то кабанчики меня больше удовлетворяют, нежели вот Тракса. Может, все-таки Траксу, а? Может, все-таки Траксу, а? Ну там, кстати, еще один человек. Я только хотел сказать про миндальную связь, но там человек тоже уже сильный. Кстати, тоже имеет Мейлшторм. Сильненький стол у него. Я бы даже сказал, что у них пока что стол наравне. У него просто охотник-зверь, а охотник-зверь не такой сильный, как Тракса. Тракса будет посильнее, чем охотник-зверь. Ну, ладно. Вот это, кстати, предмет жетон отступника. Это вообще такая имба, если там много охотников против вас. Потому что там целых 50% урона с руки добавляется. На секундочку. Но тут ВРК как бы все вопросы порешала. 1500 урона. Сильно? О, да. Пингует. Пингует молодой. Акс Джаггера решил поставить. Интересно. Как по мне, на самом деле, Шаман Лавы как-то поимпактнее будет. Типа, тот нанесет и чистый урон, и сайленс накинет сверху, а Джаггер не факт, что будет крутиться. Джаггер может раскрутиться в next лобби зачастую. То есть он может даже импакта вообще не внести. Ну ладно. Ну, ладненько. Кстати, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу снять на ролик двойной режим. Как вам эта идея? Я думаю, это прикольная идея. По крайней мере, мне нравится. И я имею в виду, если что, то снимать каточки, когда уже зашел в ранг король 1, 2, 3 и ферзи, допустим. Короче, просто выразите свое мнение, что вы думаете по поводу этого режима. Двойной режим, на запись, с дискордом, все как надо, все красиво, все прикольно. А? Как вам? Я думаю, будет прикольная запись. По крайней мере, в моей голове это прикольно звучит. А вот как это будет по факту, вот это уже другой вопрос. Ну, короче, жду ваше мнение в комментариях. Ля, сколько байтов накидал для комментов, а? Нереальное множество количества. Нереальное множество количества. Как вам? Генератор идеальных фраз. А тут, кстати, его, по-моему, разорвали. Найс, кстати, привязка от ВРки. Найс. Тупо лайк. Ставлю лайк за привязку от ВРки. И, кстати, у Траксы тычки чаще сработали. И 100 хп у снайпера. Да, девочки. О, кстати, 6 охотников. 6 охотников это хорошо. Не хочешь поставить 6 охотников? Можно поставить и 6 охотников. Ну, в принципе, сейчас ему как бы нет особого смысла идти за уровнями и все такое. Нет смысла, потому что он уже как бы винстрик свой не вернет. Он типа может усилить свой стол, но он может очень много потерять в плане инкама. И тут выбор стоит. Либо ты усилишь свой стол, и ты будешь себя уверенно чувствовать до 15 плюс-минус раунда, либо же ты идешь в инкам, и где-то на раунде 12-13 ты спокойно уже в 50 плюс монет и спокойно усиливаешь свой стол. Тут, кстати, воины собираются. Интересно. Ну, короче, вот этот вопрос, взять уровень и усилить свой стол, либо же выйти в инкам, это вечно спорный вопрос. Поэтому тут на вкус и цвет, как по мне. Если у тебя винстрик, то 100% улучшаешь свой стол. Если у тебя нет винстрика, то тут уже задумываешься. Задумываешься, надо ли оно тебе. О. Видите, он даже с охотника зверя сейчас перекинул предметы, потому что орк-охотник будет намного импактнее из-за того, что он еще и милишник. Там вдруг чего? Герои ближнего боя намного чаще, если что, критуют своей вот этой вот пассивочкой охотника. Это вообще лють. Все из-за того, что у него сразу инкастовая тычка, грубо говоря. То есть у охотников снаряд летит, а у охотника-милишника сразу тычка уже прилетает. И это на самом деле круто. Ну, на самом деле не особо, но круто. То есть милишников как-то намного ну, короче, не бафнути. Короче, просто лучше выглядят милишные герои. Вот и все. Вот такая же тема работает у снайпера. У снайпера вообще шикарно работает, если что, тычка. Потому что у него снаряд моментально прилетает, потому что он с солью стреляется. Молодой.
Шестой решил взять. Окей, коса скола. Ну, в принципе, почему нет? Можно и такое усиление. Мамору взял, кстати, не глядя. Ну, мог взять, кстати, и косу сколы. Ну, посмотрим, какой у него план, какая у него идея. Может, он там антимага себе сейчас ни грамма не имбового будет делать. Может быть, все может быть. Никто не отрицает. Кстати, если что, то четырехлистный клевер усиливает шанс срабатывания синергии охотников. Там из 60% становится 75%, а с 25% становится 31,25. Вот. Поэтому клевер мы берем. Клевер это мощная штука. Вдруг кто не знал, как она работает. Марси. Мне аж интересно, он взял Мамора, а кого он будет Мамора запихивать? Либо же это будет антимаг, либо же это будет Манки Кинг. Одно из двух. Третьего не дано. Третьего не дано. Хорошие у него сейчас предметы под его охотников. Нормально там у чувачка стол. Хорош. Кстати, там духи собираются. Не скажу, что это приятно. Не скажу. С духами будет проблема. Если там чел соберет себе фуловых духов, у него будет проблема против охотников. Там духи могут так часто срабатывать. И, соответственно, духа пятерку триггерить. Но, как говорится, это может быть не очень быстро. То, что ему придет дух пятерка этому молодому. Сначала дух пятерка должен прийти. Если дух пятерка не пришел ему в 2 звезды с хорошими предметами, то вообще плевать. Леончик. Никс. Муэрту не хочет брать? Я так понимаю, он хочет паролить, чтобы найти себе какую-то фиолетовую фигуру нужную, да? Рискует, смотрите, как рискует. Ну, все понятно, какая здесь будет развалистая кабина. Все понятно. Все понятно с вот этим вот молодым человеком. Все понятно. Мне даже здесь нет смысла чего-либо говорить. 3600 урона, если что, орк-охотник накидал только что. Короче, вангую. Что здесь будет? Вот смотрите, не глядя сейчас. Итак, я использую свои экстрасенсорные способности. И здесь будет следующее. Манки Кинг 3 звезд через мантию короля. И это будет 6 охотников плюс синергия кунг-фу. Все, ребят, ну, смотрите, я отправил свою мысль сейчас топ не один, и он 100% это соберет. Ну, развал кабин так развал кабин. Кстати, я не посмотрел, но эта запись, по-моему, у меня лежит несколько недель уже. Поэтому, если тут ранг какой-то будет не такой, то не обращайте на это внимания. В тот момент, когда эта запись была сделана, то у всех были примерно одинаковые ранги, потому что новый сезон, все такое. Ну, короче, я уже говорил это не раз, поэтому не обращайте на это внимания. Ну давай, ну кунг-фу уже, давай. Я знаю, что ты хочешь. Знаю это. Давай, не подведи меня. Давай, не подведи меня. Сделай доброе дело. Не подведи. Синергия кунг-фу под охотниками. Манки Кинг пока что неплохо апается. Если не застопорится, то будет все хорошо. Лю-лю-лю, денг-денг. Чё? Вот это у чувака там ник. Люлю денг-денг. Верка, конечно, классный герой. Так. Логиуру вернул. Все, вопросов нет. Вопросов нет и быть не может. Кайфули. Кайфули. Вот это сейчас Трекса будет наваливать движ. Еще и снайпер апгрейдится. Он еще и снайпера керит. Хорош. Снайпера он керит, если что, не просто так. Как я уже говорил ранее, у снайпера инкастово прилетает анимация снаряда. Поэтому это имбулька. Верку не будет тапать. Не, ну давай так. Топ не один. Давай ты не будешь сейчас показывать Манки Кинга в 3 звезды на 20 раунде.
У меня слеза с глаз пойдет, если ты так сделаешь. Я очень надеюсь, что он тебе к раунду 30-му там придет Monkey King 3 звезды. Ну, не обессудь. Если ты еще из первого раза найдешь мантию короля, и тебе Monkey King на 20-м раунде будет 3 звезды, и у тебя мантия короля будет, то это будет вообще ну, это запретный плод. Так делать нельзя. Инсектоид там собирается. Не, ну если ты будешь играть против инсектоидов, я одобряю такой билд. Monkey King 3 звезд через мантию короля, все как надо, я это одобряю. Я это 100% одобряю. Тут я не буду уже как бы говорить, что это да, не надо так делать и тому подобное. Кстати, прикольно дельфинчик поплыл. Дельфинчик поплыл. Ну, Y, готовься. Сейчас мы заберем у тебя винстрик. Молодой, горячий. Готовься. Мы к тебе выйдем. Интересно, будет он чекать в течение вот в промежутке где-то до 20-го, до 25-го раунда Мемору? Или будет, знаете, такой с полной уверенностью, что ему придет 100% Monkey King 3 звезд. Интересненький такой моментик. Такой вот моментик интересный. Так, ну челик тут играет на лустрике. У него опять логи урона сбились. Я хочу смотреть на циферки, логи урона. Ну там до сих пор Марси пришла. Ну может давай Марси уже брать. Давай синергию кунг-фу сверху. Ну, он, кстати, может спокойно вот этих вот духов разваливать. Там у чела 36 хп осталось. Я думаю, он даже не успеет собраться на духах. А против магов он поставит себе 4 морских и будет себя абсолютно кайфово чувствовать. Плюс мантия короля ему даст еще магическое сопротивление сверху. Так что здесь он будет такой мажик. Мажик, которому будет на все плевать. Если ему, конечно, мантия короля упадет. Так, мне нужны логи боя. Я требую логи боя. Я надеюсь, старый хрыч не подведет его на снайпере. У него куча тычек будет срабатывать. Очень на это надеюсь. Ой, хорошо. Ой, хорошо. MVP Мирана. Так, логи боя где? Опять забыл за логи боя. Интересно. 6 из 9. Нормалек. Пойдет. Хочет эльфов поставить? Не, ну в принципе, на самом деле, вот этот вот тренд в 3 звезды довольно-таки неплохой будет танк. Кусок такого плотного мяса, который будет впитывать, еще и похилить сверху. Плюс даст баф эльфов, что немаловажно на самом деле. Интересно, когда у него Monkey King 3 звезды будет. Рано или поздно? Итак. Винстрик. Солнышко, давай мой сюда винстрик. Сюда винстрик, давай. Снайпер, не подведи меня. Старый ты хрыщ. Давай. Давай. У этого падла хаотичный договор. Еще и нефритового генерала нашел. Как ты так мог? Нормально трентуха идет ему. 6 из 9 и все. Сглазил молодого. Ну, прости, я не хотел. А не хочешь в уровень как бы идти? Может, 2 трентов на его... И все? И пойдем в уровень? А? А? Давай в уровень. Просто если у него идея поиграть через мантию, то ему нужен уровень. Ему нужен будет 100% 10 уровень, чтобы реализовать весь свой потенциал. По хп у него все добротно, все прекрасно, и я бы на самом деле на его месте шел бы в уровень. Сейчас, если ему хаотичный договор падает, это вообще будет имба. Во-первых, у него винстрик. Во-вторых, он у него будет держаться. И в-третьих, все будет хорошо. В жизни все будет хорошо. Может посмотреть, есть хаотичный договор, нет хаотичного договора? А? Ну, может посмотрим? Там просто еще награда за гоблинов есть, я вижу. А, нет награды за гоблинов. В глаза не туда, скажем так. В глаза долблюсь, короче, не вижу.
Но это слишком жестко. 99 хп, 9 винстрик, хаотичный договор на 20-м раунде. Что можно... Ну, Манки Кинг в 3 звезды и все. Ну, все. Вот просто все. Купил, продал Трента, чтоб на глаза не давил. А то, знаете, напряжение на глаза такое лютое, поэтому он такой думает... Слишком много светишься ты, Тренд. Поэтому я куплю-продам тебя. Куплю-продам. На самом деле, это нормальная тема, я тоже так часто делаю. Покупаю фигуру, потом продаю фигуру, покупаю, продаю. Дед, давай, настреливай. Я тебе ром куплю. Просто настреливай. Хорош, дедок. Хорош. Тигр. А там чуваку вот этого Y сбили винстрик. Бурда в 2 звезды, неплохо. Я как-то собирал бурду в 3 звезды и скажу так, ребят. Если у вас идея есть закерить бурду в 3 звезды, не делайте этого. Не делайте этого никогда в жизни. Кстати, а знаете, в чем прикол? Если бы мы сейчас тренд... Точнее, не так, смотрите. Если бы он покупал этот тренда, то ему бы тренд так не приходил. Это закон подлости. Он просто, знаете, так манит перед носом, типа, смотри, я к тебе иду, ну давай, купи меня. Ну купи, я знаю, что ты хочешь. Ну купи меня, купи меня. Я тебе не подведу. Соберешь мне раннего в 3 звезды. Все будет круто, прекрасно, отлично. Будет у тебя тренд, кусок огромного мяса, который будет подхиливать. Ну, купи меня. Но это все закон подлости, ребят. Это все закон подлости. О, логи боя открыл. Наконец-то. Один чел уже, кстати, вылетел. 6 из 9 Мамора. Ну все, прогресс застопорился. Давай, 7 из 9. Не расстраивай нас. Давай, 7 из 9. Но это хотя бы не супер изи катка будет. 6 из 9, понял. То надо, короче, танцы с бубном поиграть и местами его покидать. Это не работает, конечно, но просто морально немножечко повышает шанс в своем воображении. Ну, я бы на его месте, наверное, немножечко подождал. И попозже попробовал бы найти предмет 4-го тира. Там челу на панды так везет люто. Луги боя слетают. Жестко слетают. Ну что тут какая-то вообще лобби язычная, если честно. Ну, на самом деле ему просто люто фартит. Не лобби легкая, а ему просто фартит. Он там чувака на топ-2 тоже отлично фартит. Свен! На 8 уровне в 2 звезды? Серьезно? Ты че рофлишь? Шанс 1% на Свена, ребят. Ну, нормально. Вот это вот скилл. Ну, это запредельный скилл. Вот как это еще назвать, кроме как запредельный скилл? Ну, это, знаете, чтоб как бы каточка медом не казалась. Слишком легко. Вот, чтоб слишком легко не было, вот тебе как бы усиление. 2 жетона отступника. Работает, конечно, один, но жетон отступника вот это вот имба на самом деле. Типа, может плотно помогать в моменте. Да давай уже синергию кунг-фу, ну чё ты? Или у тебя какая идея? Надо панду покупать уже. Надо уже заранее уже готовиться. Давай панду. Итак, каковы шансы, что сейчас на 25-м раунде у него будет Манки Кинг в 3 звезды? 10% ставлю. Ставлю 10%, что у него будет Манки Кинг 3 звезды. И вы сейчас ролик поставьте на паузу и тоже напишите в комментариях, на каком... Ну, будет ли у него сейчас Манки Кинг в 3 звезды или нет. Ну... Все, хрень, скипай. Хорош. Подожди, стоп. Ну ладно. Ах, Манки Кинг не появился. Ну блин, МКБ классная тема.
Но есть, ну, в принципе, ладно, пойдет. Просто МКБ классная тема. Но если он хочет играть через Манки Кинга, ему нужно кровь из носа находить мантию короля. Да что ж такое? Ну, горло, успокойся, я тебя молю. Я уже выздоровел, все, хватит. У меня просто, наверное, каточка сегодня на шамана была эмоциональная, поэтому горло так шелестит немножечко. Шелестит. Шелестит. Горло немножко шелестит. Нормален. У него, кстати, еще на 30-м раунде упадет предмет 3-го тира. Будет прикольно, если это будет какой-нибудь отхил. Либо же кристалл призрака тоже неплохо будет. Как же чуваку тут на панду везет. Да. Может быть, кстати, ему морские понадобятся. Не, ну если у него просто Манки Кинг 3 звезды будет, то ему надо... Я думал, сейчас психанет и продаст. Продаст морду, думал, психанет. Ну там 8 из 9, я думаю, ну к 30-му раунду точно да выкатит Манки Кинга в 3 звезды. Но это хотя бы не супер легкая катка для него. Типа вот сейчас каточка как бы переворачивается с ног на голову. Мантии короля ему не упала с первого предмета. Манки Кинг 3 звезды ранее не пришел. Как-то так. Как-то так. А вот и Свенчик 2 звезды. Здорово! Еще с такими предметами. Хорош. Супер имба пришла. Все. Кунг-фу! 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 Ребята, все вместе. Давайте поддержим его. Кунг-фу! 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 Ну, кунг-фу! Я сейчас не понял. Где мое кунг-фу? Я же за что деньги плачу, а? На что я трачу свое время? Где мое кунг-фу? Хочу кунг-фу. 10 уровень и кунг-фу. На самом деле, зачем какая-то там мантия короля, когда у тебя есть вот такой вот Манки Кинг в 3 звезды, которому тупо даже не надо... Просто не надо ему мантия короля. Просто не надо мантия короля и все. Вот это. Отлично. Вообще шикарно. Идеально. Что может быть лучше, а? То вместо орка-охотника, у тебя же баф эльфов тогда будет немножечко. Ну, чисто по прикольчику. Все, надо уровень. Давай уровень. Да давай уровень. Панду потом найдешь как-нибудь. Или ты хочешь сейчас панду найти, а потом уже брать уровень. Давай сейчас со второго предмета, ну, со второго ролла ты получаешь себе этот мантию короля. Я думаю, 30-й раунд подождет, потому что там есть мастерская бума. Спешить не будет. Но я думаю, спешить он точно не будет. С таким Манки Кингом он сейчас и так будет спокойно себя чувствовать. У него хороший Манки Кинг. Очень хороший Манки Кинг. Ну, тут слабо инсектоид. Вообще очень слабо инсектоид, поэтому можно даже не опасаться его. На мясы плевать. МКБ есть. О, это Манки Кинг 3 звезды. Я что-то так распереживался, потому что там Манки Кинг 3 звезды мог в вечном стане его держать. А вот панду сразу не... А, вот, ладно, наныл. Только хотел сказать о том, что, типа, вот сразу панду не нашел, и проблемы свои нашел. Ну, ему уровень тупо надо. Сейчас он на 30-м раунде поймает себе мастерскую бума, достанет мантию короля,
И даже с неполной синергией охотников 6 будет разваливать. Давай мантию короля. На 30-м раунде. Через мастерскую бума. У тебя еще будет несколько шансов паролей, потому что там несколько типов уже на вылет собрались. У одного 15 хп, у второго 3 хп. Вот логи боя опять. Вот логи боя. Вот сбились. На самом деле такая тупая тема. Один раз сбивается логи боя и все. Фиг потом переставишь. О. То, что доктор пропил. Да шо ж такое? Горло, успокойся, я все понимаю. Бывает. А мастерскую бум, по-моему, не... А, не, активировал, все. Фу. Имторба. На самом деле, смотрите, у него сейчас, во-первых, из-за того, что есть мантия короля, у него чистый урон с руки. Это первое. Второе. У него синергия кунг-фу и синергия охотников. Все в одном. Плюс синергия эльфов, кстати, тоже. На секундочку. 3 эльфа это не шутки. Ну, кстати, третьего эльфа у него нету. Потому что он Мирану продал. Но я бы на его месте, кстати, Мирану еще купил бы. Все-таки, как-никак, 30% уклонения лишнего не будет. Что такое? Горло. Я как Жигуль старый какой-то, отвечаю. Надо ему, короче, Мирану найти. Вместо снайпера поставить Мирану, у него будет 3 эльфа. И все эти синергии будут работать в одном Манки Кинге. Сильно? Да. Но чистый урон, кстати, у него не будет работать против вот этого вот демона, который через Свена в 2 звезды работает, потому что там синергия ведьмаков есть. Так, ну тотальное унижение. 5 точки. Вообще плевать. Просто плевать. Абсолютно плевать. Все. Порвал. Надо наказать скилловичка на свенчике в 2 звезды. Надо своим скиллом наказать противника скилла. Вот надо и все. Вот, кстати, бусы найти надо. Давай. Обида. Ну ладно, какой-то обезруш. Если будет какой-то обезруш, скинет обезруш. Свен там, конечно, заряженный. Сильно заряженный. Но я думаю, он спокойно сейчас будет рвать. А рвать и метать просто на изичах. Там тоже есть синергия кунг-фу. Там, кстати, играет чел. Я только сейчас понял, почему он на панду шторма показывает. Там чел играет через фуловое кунг-фу. У него все предметы отлично под хитреца, но он почему-то керит шторм панду. Почему? Непонятно. Хотя, если бы керил бы хитреца, то у него было бы больше шансов на победу. Кстати, вынес одного и второго. Находи Мирану. Мирана нужна. Давай, Мираночку. Может, Мирану? Мирана слаще выглядит. Какие хорошие фигурки ему пришли. Мирана. Вместо снайпера. Вместо снайпера. Снайпера долой. Давай снайпера. Да снайпер, ну снайпер. Почему не снайпера? Почему не снайпера? За что? За что бруду? Почему не снайпера? Ой, как это Как... Ребята, это так приятно наблюдать, когда челик с супер-омега скиллом, со Свеном в 2 звезды, на 8 уровне вот так вот бездарно откисает. Вот это, ну не бездарно, ладно, не бездарно. Но просто как красиво откисает. Боже, это не передать словами. Это ультраморальное наслаждение. Я думаю, сейчас все от просмотра кайфуют. Чел на 8 уровне нашел себе Свена в 2 звезды, на секундочку. Поэтому расплата пришла. Расплата пришла. Давай сейчас за один раунд минус 2. Чтобы до 35-го раунда не тянуть. Хотя, можно на 35-м раунде еще Battle Fury найти. Либо же БКБ, чтобы никакой контроля не чувствовать. Но лучше Battle Fury, как по мне. Хотя, надо будет отталкиваться от ситуации. Если там есть какой-то ультра-омега контроль, то все-таки БКБ будет лучше. А так, Battle Fury, привет. Оп, 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 оп. Чиназис. А что такое? Ух ты, ничего себе. Вот это шалабан выписал. Почти всю хп снес. Так, один вылетел. Давай второго. 8 хп у молодого осталось.
Надо отхил какой-то. Надо какой-то будет отхил. О! Чел мозгами начал думать, закидал себе хитреца с такими предметами. Ну, лучше поздно, чем никогда, правильно? Правильно. Давай, Battle Fury, либо же БКБ. И то отлично будет смотреться. БКБ полностью защитит от контроля, а Battle Fury даст массовый урон, хотя ему и этого массового урона будет достаточно. Но, ребят, Monkey King не имба. Не грамма. Кстати, Monkey King не имба. Вообще. Ни грамма. Еще один взлет Азеса. Ну, это 2 глаза. Левый, правый. Но этот предмет бесполезный, могучее кольцо для него. О, еще одна мантия. Отвечаю, если бы у него не было этой мантии, она бы ему хрен пришла. А так как у него мантия есть, соответственно, она тебе 2. Маска 5. Ну, все, это забудьте. Все, ну, тупо закрытыми глазами. Давай, разрывай. Monkey King не имба. Для прикола возьми Свена в 2 звезды, собери. И поставь Свена через мантию короля. Дай чуваку фору. Снизойди к нему. Но вообще не надо давать ему фору. Таким вот людям мы не даем фору. Вот этим вот. Вы видели, сколько у него панд? Вы видели, сколько у него панд? На секундочку. Там пандами обмазаться можно. Так панды ему пришли. Топ-2 он вырыл. Ты глянь на него. Ой, Full Worm, кстати, неприятно. Неприятно. Ну, плевать как-то. Вообще плевать. Хорош. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Давай, последний раунд. Забивай конечный гвоздь в крышку гроба, и все, и до свидания. Ну, что я могу сказать? Красивая, красивая каточка. Наказал чувачка на скилле, который нашел себе Свена в 2 звезды. Я полностью одобряю. Вот в таком случае Monkey King 3 звезд через мантию короля, вот в его вариации, как он сейчас все сделал. Короче, это красиво, это одобрено, это оправдано. Это оправдано. Потому что таких скилловичков, которые находят на 8 уровне себе Свена в 2 звезды, мы осуждаем. Тут ты на 12 уровне не можешь найти себе Свена в 2 звезды. А тут ты на 8 находишь. С шансом 1%. На секундочку. Шанс 1%. Охренеть. А Безорус, конечно, неприятная штука. Тильтит. Очень тильтит. Ой-ой-ой, живи! Хорош. Фух. Мне на мгновение показалось, что сейчас будет больно. Кстати, здесь в этом патче Квапа не понерфленная. Ну, без разницы. Но Квапа все-таки сильная. Ультра сильная. Ай, красота. Но было на тоненького. Было на тоненько. И на красивой такой ноте взял ферзя, кстати. Взял ферзя. Красота. Красота, да и точка. Там еще Чилоганим нашел. Не, ну, вот такого типочка, который играл через Свена, мы осуждаем. Типа, на 8 уровне реально найти себе Свена в 2 звезды. Это жестко. Это очень жестко. Вот согласитесь со мной, это очень жестко. Это ультра жестко. Что сказать по поводу этой каточки? Классно. Добротная каточка оправдывает свое название. Так что вот так вот. Так что вот так вот. Мне все понравилось. Типа, мне даже здесь добавить нечего. Да, я там... Зачем? Зачем тебе снайпер? Зачем бруду продал? Меня этот вопрос теперь будет беспокоить всю ночь. Спать спокойно не буду. Зачем снайпера оставил? Зачем бруду продал? Зачем? Жду ответ на этот вопрос в комментариях, естественно. В общем, ребят, не забываем. Поддерживай меня своим лайком и комментарием от 3 слов. И что думаете в целом по поводу этой каточки, вы тоже напишите в комментариях. Кто не подписан, обязательно подписываемся, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура и до миллиона недалеко. Также не забываем, у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!